Дорогие сыновья и дочери планеты Земля. Я Сананда. Мое сердце наполнено светом, много света каждый раз, когда я могу быть здесь и говорить с каждым из вас. Прямо сейчас ваш мир выглядит для вас немного иначе, он кажется вам хуже. Что мы говорили здесь в течение некоторого времени? Что темные силы сосредоточились на поверхности планеты, действуя в умах, в сердцах. Просветленные умы, добрые умы, благодарные умы. Заметьте, я не говорю сердце, я говорю ум. Я бы не сказал, что они на 100% в безопасности, но они защищены от этой внешней волны. Иногда они уступают, но всегда поднимаются. И я бы сказал, что эти умы еще не пробудились, они просто не вибрируют злом. Чувства очень высокой вибрации вибрируют внутри. Я мог бы сказать, что это земные души, но они более развитые души, чем большинство. Это души, готовые совершить прыжок, и они обязательно сделают это. Остался всего один шаг, одна ступенька на этой лестнице, чтобы все вспыхнуло в их сознании. Души уже просветленные, с просветленными сердцами, эти остающиеся в заповедях света ничего не чувствуют по отношению к тому, что вокруг, ко всей этой высвобождаемой энергии. Ты словно живешь внутри кокона, и этот кокон не дает проникнуть противоположным энергиям. За исключением тех моментов, когда разум доминирует и ломает этот барьер, но вскоре они это осознают, и барьер образуется снова. Теперь давайте поговорим о подавляющем большинстве. О большей части человечества. У него нет чистого сердца, нет все время просветленного ума. Много раз бывают провалы, мгновения, в которые входит и действует свет, и много раз они удивляются этому. Вау, я делаю то, чего никогда не делал. Это странно. Но вскоре они снова позволяют уму доминировать, и тот краткий момент, когда они образовали хрупкий кокон, проходит, и сам кокон исчез. Так что все это большинство погружено в эту волну черного света, которая опустошает планету. Я бы сказал вам, что тем, кто все еще находится на планете, приходится много работать, чтобы излучать столько негативной энергии. И сегодня их еда очень скудна, они уже не в состоянии делать то, что делали всегда. Так как же они выдерживают? Кооптируя тех, кого они видели на той же полосе. Что нужно этим темным существам? Я бы сказал, что это то же самое вещество, которым любят питаться ваши вампиры в ваших произведениях. И где они его берут? С насилием, со смертью. Но смерти, чем насильственнее, тем лучше. Итак, то тело, которое лежит там, обернутое красной субстанцией, которая выходит из их тел, там они питаются, и их много. И отчаянно питаясь, чтобы остаться в живых. Вампиры ли они? Если хотите так понять, то может быть, но не так, как сказано в вашей беллетристике. Таким образом, неуправляемое и чрезмерное насилие необходимо для того, чтобы они продолжали выживать. И как замутить это насилие? Использование слабых умов. Те умы, противные всему и всем, которые вибрируют только плохие вещи. Эти умы легко захватываются ими и становятся их марионетками, потому что они вкладывают в их мозги так много чипов, так много вещей, что они просто машины, обслуживающие их. Ах, но свет грядет и уже уничтожил все чипы. Да, это правда. Мы просто никогда не говорили, что они закончились. Мы никогда не говорили, что больше не будет. Свет разрушает чипы тех, кто излучает хорошие чувства, хорошие идеи, кто отдает себя свету, потому что они позволяют свету проникать в их тела.
Теперь к тем, кто защищает себя в большом черном коконе, свет не проникает. Тогда эти механизмы не разрушаются, наоборот, их становится все больше и больше, так что они становятся полностью управляемыми этой волной темных существ. Я не пытаюсь заставить вас думать, что ваш мир перевернулся с ног на голову. Сообщение здесь другое. Послание таково: поднимите свои вибрации, поднимите свои мысли, позвольте себе наполниться светом, потому что это происходит, когда формируется этот кокон света, и ничто не достигает его. До вас ничего не дойдет. И если бы все, это подавляющее большинство делали это, эта волна, которая там есть, погибла бы, потому что их было бы так мало, что они были бы поглощены светом. Не тем, которые приходят, а светом вас самих. Так что я бы сказал, почему некоторые места становятся такими жестокими. Из-за исходящего страха. Там все живут под узами страха и его вибраций там внизу. Таким образом, ими всеми манипулируют, чтобы они чувствовали все больший и больший страх. И делают все, чтобы страх только усилился. Вот если бы все встали, если бы все взбунтовались. Нет, я есть свет. Я есть божественная искра. Я есть любовь. Если бы все встали и сказали, что все кончено, у них уже не было бы сил ни на что, потому что им больше некому было бы манипулировать. Те немногие, что остались бы, не осознали бы столько положительной энергии вокруг, и убежали бы, потому что эта энергия им не на пользу. Так чего же не хватает человечеству? Наполнить свою грудь светом, наполнить свое сердце светом, любовью, дружбой, солидарностью. Не от страха. Чем больше вы чувствуете страх, тем больше вы их кормите. Потому что они манипулируют теми, кто чувствует страх. Страх сбивает ваш кокон света, а у боящихся нет этого кокона. Они манипулируют, они действуют на этого человека. Многие здесь понимают то, о чем я говорю, и они видят окружающих именно такими, и я вам говорю, ими манипулируют. Может быть, не на 100%, может быть, не полностью, но ими даже манипулируют, чтобы напасть на вас, потому что вы знаете, что там находится мощный кокон света. И поэтому они все более и более наполняются страхом, потому что страх вменяется им. Они на все смотрят со страхом, ничему не доверяют. Все больше и больше вы будете чувствовать страх. Только это. И они будут средством дестабилизации вас. Тогда многие могут задаться вопросом: а вы ничего не можете сделать? К сожалению, нет. Единственное, что мы можем сделать, это помочь вам, когда вы обратитесь за нашей помощью. Это укрепить ваш кокон света, чтобы ничто из того, что исходит от этих людей, не могло вас поколебать, вывести из равновесия. Что это как бы чужой язык, которого вы не знаете и какие слова будут говорить, а вы не поймете, и это вас не побеспокоит. Наша работа начнет немного меняться. Мы достигли точки процесса, когда необходимо будет встряхнуть это большинство человечества, разбудить тех, кто еще не проснулся. Но для этого, к сожалению, нам нужно будет принести много уродливых вещей, много грустных вещей, ужасных вещей. Чтобы человечество проснулось, перестало боготворить существ, которые не являются тем, чем они думают, наоборот. Они существа тотально вовлеченным не светом, чтобы человечество осознало, как сильно им манипулировали все это время. Итак, что я хотел бы сказать сегодня каждому из вас, чьи сердца уже погружены в свет, кто стремится хранить свой разум в свете. Попросите нас помочь сохранить ваш кокон света сильным и живым, чтобы все, что открывается,
все, что показано, не достигло вас. Они будут подобны сценам из фильма ужасов, которые, закончив, вы забудете. И я скажу больше, у вас будет свободная воля смотреть фильм или нет. К сожалению, мы знаем, что к тому времени, когда все это выяснится, это станет предметом настоящего и дня, и у вас не будет возможности просто изолировать себя. Если только вы не проводите много времени в горах без какого-либо общения. Но я бы сказал вам, что даже в этом случае энергии будут настолько перемешаны, гнев, отчаяние, ненависть, они придут с такой силой на поверхность планеты, что все будут поражены. И это будет так в этот момент: либо ты проснешься к любви и к свету, либо отдашь руки и ноги, и все тело не свету. Каждый сам решит, по какому пути идти. Итак, в этот момент наша помощь будет нужна как никогда, чтобы ваши коконы остались целыми, без трещин, без разрывов, а вы излучали свет, много света. Так что будьте готовы, потому что новое время начнется. И теперь мы точно узнаем, кто излучает свет, а кто нет. У кого чистое сердце, а у кого нет. Отделение зерен от плевел усиливается, и я бы сказал, что это будет самая важная фаза всего этого процесса.